За что мир полюбил и возненавидел художника Джека Витриано. Художник, который сделал карьеру, несмотря на скепсис критиков и отказ художественных академий. Его «Поющий дворецкий» стал самой продаваемой картиной Британии, а его личная жизнь напоминала драму с резкими поворотами. Он любил свободу, азарт и риск, черпал вдохновение из собственных страстей и ошибок. История Витриано – это путь от бедного шахтерского сына до культового художника, чьи работы висели в лучших галереях мира. Джек Витриано, а имя при рождении Джек Хоган, годы жизни 1951-2025. Шотландский художник, чьи работы стали узнаваемыми во всем мире. Его стиль невозможно спутать. Это загадочные романтичные сцены с атмосферой ностальгии и тайны. Чаще всего на его картинах можно увидеть элегантно одетых людей, застигнутых в неоднозначных или интимных моментах. Витриано был самоучкой, и именно это сделало его путь особенным. Широкую известность он получил в 1992 году благодаря картине «Поющий дворецкий», ставшей одной из самых популярных изображений Великобритании. Несмотря на то, что критики часто обвиняли его в излишней сентиментальности и популизме, картины Витриано неизменно находили покупателей на аукционах и украшали частные коллекции. Его работы даже попадали в книги, фильмы и массовую культуру. Джек Хоган родился в Метеле, небольшом промышленном городке графства Файф. Его семья жила бедно. Отец, мать и два сына ютились в доме шахтера. Джек делил кровать со старшим братом и носил вещи, которые ему перепадали от других людей. Чтобы помочь семье, с 10 лет он работал, разносил газеты и молоко, мыл окна, собирал картошку. Половину заработанных денег отец забирал себе. В школе Джек не задержался, бросил ее в 15 лет и пошел работать учеником горного инженера. В конце 60-х подрабатывал в зале автоматов на побережье Ливена, где вел игры в бинго. Рисовать он начал случайно. На 21-й день рождения девушка подарила ему набор акварельных красок. Первые работы Хогана были копиями импрессионистов. Его самой первой картиной стала копия макового поля близ Аржентея Клода Моне. Большую роль в его становлении сыграл музей и художественная галерея Киркалди, где он изучал живопись мастеров. В 1984 году его работы впервые показали на выставке Shell в этом музее. В 1987 году, в 36 лет, Хоган решился на кардинальный шаг. Ушел от жены Гейл, уволился с работы и переехал в Эдинбург. Он взял девичью фамилию матери Витриано и под этим именем стал строить карьеру художника. Попытка поступить на факультет изобразительных искусств Эдинбургского университета не удалась. Его портфолио отклонили. Но уже в 1988 году он выставил две картины на ежегодной выставке Королевской шотландской академии. И обе были проданы в первый же день. С этого момента его работы начали покупать галереи, а имя стало известно в арт-кругах. Витриано устраивал выставки в Эдинбурге, Лондоне, Йоханнесбурге и Гонконге. В 1999 году его картины впервые появились в Нью-Йорке на международной ярмарке искусств 20 века. За открытием следило более 40 коллекционеров из Британии, и 20 из 21 работы были проданы в первый же день. Но настоящий прорыв случился в 1992 году. Его картина «Поющий дворецкий» сначала не была принята Королевской академией, но вскоре стала самым продаваемым художественным изображением в стране. В 2004 году оригинал ушел с молотка за 744 500 фунтов. Позже выяснилось, что композиция основывалась на рисунках из справочника по фигурам для иллюстраторов. Однако это совершенно не уменьшило интерес публики. В 1996 году дизайнер Теренс Конран поручил Витриано создать серию картин для своего нового ресторана Bluebird в Лондоне. 7 полотен, посвященных гонщику Малькольму Кэмпбеллу, украшали стены 10 лет. Позже они были проданы на аукционе Сотбис за более чем 1 миллион фунтов. Причем одна из картин Bluebird от Бонвиль ушла за рекордные 468 тысяч.
По данным The Guardian, только на авторских отчислениях художник зарабатывал до 500 тысяч фунтов в год. В разные годы стоимость его картин колебалась от 48 до 195 тысяч фунтов. В 2010 году неудачным оказался аукцион Сотбис. 7 из 10 его картин не нашли покупателей, остальные ушли за полцены. Тогда многие эксперты заявили, что рынок его искусства нуждается в переоценке. Личная жизнь художника тоже весьма часто попадала в прессу. После развода он жил то в Лондоне, то в Киркалде, то в Ницце. Он признавался, что вдохновение черпал из романа «25 лет неподобающего поведения» и что лучше всего работал в период эмоциональных потрясений. Художник не скрывал зависимости от алкоголя, никотина и таблеток, говорил о депрессиях и одиночестве. В 2012 году он оказался в центре скандала. Суд Киркалди лишил его прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде и хранение запрещенных веществ. Художника оштрафовали на 800 фунтов. Полиции он тогда сказал: «Вы знаете, кто я? Мы можем уладить это». В последние годы у него появились две музы из Восточной Европы. Обе они помогли художнику избавиться от алкогольной и наркотической зависимости и вдохновили вернуться к живописи. Одну из них он встретил в Эдинбургском бистро, другую – на распродаже в Ницце. Сам Витриано с юмором признавался, что сайты знакомств и клубы совсем не его формат, а вот собственный сайт с работами всегда помогал производить впечатление. «Женщины понимают, что я не просто заурядный человек», – говорил он. Он любил азартные игры, но делал только безопасные ставки и даже основал благотворительный фонд Витриано Траст, которому собирался оставить все свои деньги. 1 марта 2025 года Витриано был найден мертвым в своей квартире в Ницце. Ему было 73 года. Публицист сообщил о его уходе 2 дня спустя. Точная причина смерти не названа, но местные СМИ отметили, что она не связана ни с каким криминалом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.